Ну что ж, друзья, вышел тот самый видеоблог по танкам онлайн, где мы с вами ожидали увидеть какую-то информацию по танкам Classic. После недавнего шорца от разработчиков с намеком на выход закрытого тестирования. И что вы думаете? В видеоблоге ничего не было сказано про классику, ничего не было показано, не было никаких намеков. В общем, просто ничего нет. Давайте теперь посмотрим правде в глаза, да? Рассмотрим все имеющиеся данные по выходу следующих частей, по выходу классики в этом году, как получить компенсацию за то, что игра не выйдет в этом году. Ну и как раз переходим к самому главному моменту, что игра в этом году уже не выйдет, друзья. Все, ну точно уже ее не стоит ждать, потому что следующий видеоблог у нас будет 18 декабря. Черная пятница в танках онлайн будет идти до 19 декабря. Это означает, что видеоблог следующий будет где-то 18 числа. Ну и возможно 25 числа, потому что у нас танкофон завершается 23 декабря. 23 там будет какая-то трансляция, но не факт, что 25 будет следующий видеоблог. В общем, скорее всего, следующий видеоблог будет 18 декабря. Это означает, что даже если там будет что-то сказано про классику, это точно не про начало теста в этом году. И максимум, что там могут сказать, что мы классику переносим на следующий год, если вообще разработчики что-то будут комментировать. И да, вот этот момент самый, наверное, главный. Почему разработчики молчат? Даже вот если окунуться, да, в комментарии, тут к экспертам посмотреть, тут все про классику. Люди пишут, где классика, почему молчание от разработчиков идет. Ну, смотрите, если правде в глаза, это уже явно не маркетинговый ход никакой, да, с молчанкой по игре. Это уже определенное неуважение, да, ко всем тем, кто ждет танки Classic, потому что вообще, ну ничего нам про эту игру не сказали. Те игроки, ютуберы тоже вот активизировались, многие вот ожидали, что что-то будет, но ничего не будет. Давайте перейдем теперь к некоторым юридическим моментам, что будет вообще, да, если игра в этом году не выйдет. Многие спрашивали, что там обманули игроков, игры вообще теперь не будет. Нет, игра будет, но если в этом году она не выйдет, есть некоторые моменты компенсации. Во-первых, на странице с ранним доступом есть отдельная пометочка про условия компенсации, да, где либо отмена проекта классики будет, но мы это не рассматриваем, да, скорее, если проект не будет запущен до конца текущего года, то игрокам полагается компенсация в танкоинах за спецпредложения, которые игроки покупали. Допустим, вы купили спецпредложение на 19 тысяч танкоинов, да, значит, там такая компенсация положена в танках онлайн. Но не все так просто. Давайте уже к более детальным моментам перейдем, юридическим, да. Все, что тут написано, это никак не подкреплено. А вот в условиях лицензирования специального предложения на бронирование игрового никнейма, так это лицензионное соглашение называется, есть определенные моменты и нюансы, которые немного отличаются от вот этой пометочки, да, которую вот мы сейчас с вами рассматривали. Лицензионный платеж и возврат, 5 пункт. Обратите внимание, платеж является лицензионным и не подлежит возврату за исключением следующих случаев. То есть у нас есть 3 случая. Если танки Classic не будут запущены в течение 24 вообще месяцев с даты покупки спецпредложения, то есть в теории разработчики еще целый год могут не выдавать компенсацию, но есть одно но. Сейчас мы к этому перейдем. Запуск проекта отменен по решению лицензиара, но такого нет. Проект никто не отменяет и не собирается. И ранний доступ не был предоставлен. Вот как раз пункт 3.3. Вот мы к нему переходим. Ранний доступ. Ну, в теории, да, кто не знает, ранний доступ предоставляться должен не менее чем за 7 дней до общего запуска проекта. Еще одно подтверждение, что в этом году точно его ждать не стоит. И вот этот тот самый пункт 3.3. Лицензиар вправе ограничить или отложить ранний доступ по техническим причинам, уведомив нас заранее, ну нас, игроков. В случае, если ранний доступ не был предоставлен по вине разработчиков или его продолжительность составила менее 1 недели, в нашем случае, если вот не был предоставлен, да, нам доступ, то мы вправе потребовать, тут уже, видите, написано частичный возврат лицензионного платежа в размере, определяемым разработчиком. То есть, что здесь вот написано, да, что компенсация выдается в танкоинах, если проект не будет запущен до конца текущего года. Вот компенсация, да, указана в каждом спецпредложении. То есть тут написано, что можно полную стоимость, да, вернуть. А в самом документе тут уже небольшие лазейки для маневров у разработчиков есть, то есть могут даже не все возвращать при желании. Видите, тут указан частичный возврат. Но опять же, надо правильно понимать пункты, да? Тут ведется речь про технические причины, но я думаю, что к техническим причинам можно все что угодно отнести, в том числе и что и классика, и ранний доступ к классике до сих пор не вышел. Но опять же, разработчики вот обязаны заранее уведомить нас с вами о том, что ранний доступ откладывается или переносится. Сроков тут уведомления нет, поэтому они могут это сделать хоть 31 декабря. Сказать, что, ребята,
ребята, вот так-то, вот мы вас уведомляем, и после уведомления уже вправе игроки требовать возврата платежа. Но платеж можно вернуть только в танкоинах, потому что по этому лицензионному соглашению игроки вносили платежи в танкоинах. Так, это разработчики тут зафиксировали. Также тут такой интересный пункт есть. Возврат производится в танкоинах в течение 10 рабочих дней после обращения. То есть, если наступит выше рассказанные обстоятельства, то игрокам нужно самим будет обращаться там в техподдержку танков, ссылаться на лицензионное соглашение, говорить о том, что требуем компенсацию. То есть, давайте подведем итог. Как получить еще раз эту компенсацию можно? У нас тут просто небольшая такая юридическая коллизия получается. На сайте раннего доступа указано четко, что если проект не будет запущен до конца текущего года, не указано тоже какого текущего, но судя по дате новости, естественно, понятно, что до конца 2025 года, то вправе получить компенсацию полностью в танкоинах в размере спецпредложения, вот, которое вы покупали. Это первый момент, на что можно ссылаться, но я не уверен, что это будет работать, потому что тут написано так, а на самом деле другим языком пишется, что должно быть соблюдено 3 условия. Первое. Танки Classic не были запущены в течение 24 месяцев с даты покупки спецпредложения. Это условие нам пока не подходит. Тут не за что компенсацию просить. Разработчики это уже прикидывали, как вы видите, 2 года на разработку проекта и на начало раннего доступа. Запуск проекта отменен, тоже нам не подходит, чтобы требовать компенсацию. А вот пункт 3.3 нам подойдет в случае, если разработчики отложат ранний доступ по техническим причинам, заранее нас уведомив. Но опять же, тут не указаны сроки, да. Если здесь указан срок, да, что в течение года, что можно получить компенсацию, если проект не будет запущен до конца текущего 25 года, то здесь это не указано. Здесь уже речь про 2 года идет с даты момента платежа. Это просто я к тому, что если разработчики не будут уведомлять заранее игроков, что мы откладываем ранний доступ, то получается, что не за что требовать компенсацию в соответствии с этим соглашением. И опять же остается ссылаться только на вот этот вот пункт на странице раннего доступа. Но я думаю, что разработчики это все учтут, потому что у них все это указано, не будут они как-то увиливать. Я просто вот рассказываю вам с точки зрения вот юридической, вот на что нужно смотреть на самом деле. Вот у них тут в пункте 3.1, да, приобретение предложений предоставляет право на ранний доступ танк Classic, в скобочках, если указано в спецификации. Видимо, может быть, это и есть спецификация, да? Эти вот пометки, так они называют. Просто нет тут в этом документе терминов, понятий, что они под этим понимают. Возможно, есть у них в каких-то правилах проведения призов или розыгрыша, или как у них по-другому этот документ называется, какие-то уточняющие моменты. Но это нужно копаться, прям искать. Я думаю, что нам с вами достаточно будет вот этого момента для тех, кто захочет получить компенсацию. Я думаю, все захотят получить эту компенсацию. Вопрос только вот в каком размере она будет, потому что здесь написано как 100% компенсации. Здесь уже в пункте 3.3 разработчик сам определяет размер этой компенсации. Ну, получается, что мы ждем от разработчиков уведомления какого-то, да, об переносе раннего доступа. Если его сейчас не происходит, ну, конечно, возможна ситуация, что его внезапно запустят там, да, в следующем видеоблоге. Может, зря я тут суету навожу. Не, ну, чтобы мы все знали, да, в случае, если не будет. Просто есть уже все, мне кажется, основания полагать, что не будет в этом году раннего доступа. Но в теории, если, допустим, запустится вот 18 у нас декабря следующий видеоблог, предполагаемый, если там объявят ранний доступ, там запустят его, недельку он пройдет, то в теории можно игру выпустить, исходя из того предложения, что ранний доступ предоставляется не менее чем 7 дней до общего запуска проекта. Не менее чем. Но это не означает, что ранний доступ будет запущен вот именно за неделю до самого релиза, да. Он может быть запущен, особенно зная разработчиков наших, да, и за 2 месяца до самого релиза, и за 3. Тут уже, я думаю, могут быть различные сценарии запуска, но я думаю, что он будет прям заранее запущен, точно не за 7 дней до общего запуска. Но опять же, если так будет, что вот 18 выпустят, да, ранний доступ, то нас можно не уведомлять о том, что проект переносится, но мы с вами и так это поймем, протестируем все за недельку, и уже там к Новому году проект выйдет. Но это вот такой случай, самый, наверное, неправдоподобный, но просто в теории основываясь на вот этой вот информации по срокам, возможно. Скорее всего, вряд ли так будет, плюс это будет канун Нового года, а на сам Новый год вообще игры выпускает, кто-то не выпускает, обычно люди там в разъездах, семьями где-то, да, это чудесное время проводят. Скорее всего, уже будет после Нового года запуск раннего доступа, возможно, даже не в январе, возможно, уже в следующем месяце, даже после января, это февраль будет. Но по этому поводу уже только разработчики знают, и то не уверен, что они сами уже
знают, когда они это дело планируют выпустить. В общем, максимум из того, что могут показать разработчики в следующем видеоблоге, это процесс разработки, возможно, первая тестовая сборка игры, могут озвучить какие-то сроки по выходу в будущем, ну и о самом переносе, если он будет. В общем, такие моменты, друзья, эти условия можете смело найти на странице с ранним доступом. Где-то вот здесь была ссылка на эти условия, вот здесь. Регламент мероприятия. Сюда просто нажимаете и вас перебросит на эти условия. Такая информация, что думаете? Будете ли вы требовать компенсацию, если игра не выйдет в декабре? Потому что в теории все еще сохраняют шансы на выход игры. Нужно подождать какой-то информации от разработчиков. Да, то, что они молчат, неприятно для тех, кто ожидает. Согласен, хотя бы вот крупицу информации дали бы. Хотя они дали в шортсе. Вот самое интересное, в шортсе вот намекнули на что-то. Или это что это было? Просто шортс ради шортса, видимо. Не прогрев никакой. Просто чуть-чуть подразнили аудиторию и ничего конкретного в видеоблоге не сказали. Даже никакой крупицы информации. Ставьте лайк на это видео, если вам понравилось. Пишите обязательно ваше мнение еще раз, вот, что вы думаете по поводу условий лицензионного соглашения. Вот я уверен, что 90% из вас даже не видели этих условий. Первый раз вы вот на это внимание обращаете, про то, что будет, если проект не выпустится в этом году, да, и так далее. Не забывайте на канал подписываться. Также, если вы играете в новые танки онлайн, в эту пятницу, 28 ноября, стартует Черная пятница с огромными скидками на весь гараж, магазин. Но я думаю, что это мы уже в отдельном ролике рассмотрим. Про это не забывайте. Ставьте лучший тег создателя контента в игре Ник 10 в настройках вашего аккаунта, потому что на Черной пятнице будут супер контейнеры, в которых будут выпадать скины. Такое бывает раз в год. Я всех, друзья, благодарю за просмотр. Ждем каких-то комментариев от разработчиков.